Привет всем! Хочу максимально подробно рассказать про Instant Static Mesh, Static Mesh и Hierarchical Instant Static Mesh. И мне кажется, эта информация должна быть крайне полезна всем, кто работает с движком или делает уровни. Думал, с чего начать, решил просто взять чужое видео и как пример показать. Здесь две сцены. Это Sample City из матрицы. Тут видно очевидное различие по FPS, по дроу-коллам, по примсам, по всем параметрам. И да, здесь есть ключевое отличие в том, что в одной сцене используется Static Mesh, а в другой Instant Static Mesh. И далее я хочу пройти по вот этому ключевому отличию, как оно влияет на сцену, как оно работает с памятью, что такое Static Mesh, что такое Instant Static Mesh, когда лучше использовать то, когда лучше использовать это, в чем частые ошибки и тому подобное. В принципе, постараюсь захватить абсолютно все. В каждом блоке про Instant Static Mesh и Static Mesh будет небольшой душный кусочек, но он важен для того, чтобы понять, в чем разница и как с этим работать. Что такое Static Mesh? Это ассет. В нем хранится набор неизменяемых вершин, индексов, EV и данные о коллизии, которые отображаются здесь в панели Details. SMK, Static Mesh Component, далее SMK, компонент Static Mesh, и на уровне он хранит трансформ с локацией, ротацией и скейлом, это понятно. Также какие материалы он использует, какие настройки лот применяются, если актуально, и тому подобное. Пути данных CPU, GPU — это то кусочек, который я сказал, будет душный в каждом фрагменте, но он важен. Сначала идет, я включу визуализацию. Сначала идет GameThread. Он хранит компонент и ловит данные о трансформе каждого static mesh. Затем RenderThread создает F-примитив сцен прокси. Это инкапсуляция данных, которые зеркально отражаются для визуализации, параллельно игровому потоку. Затем генерирует F-Mesh Batch для каждой секции материала. Сложные, возможно, для кого-то слова, но главное запомнить, что здесь создается F-Mesh Batch для каждой секции материала. Секция — это количество материалов на объекте. Далее RHI Thread. Он пакует F-Mesh Draw Commands в командный список и подключается низкоуровневый графический API. DirectX 12, Vulkan. А в случае с DirectX 11 RHI Thread не создается, он происходит на рендер-трейде. Далее GPU. Он читает Vertex, индекс буфер и константные буферы материалов, текстур, запускает вершины, пиксельный, глубинный, шейдеры, освещения. На этом все. К этому моменту мы будем возвращаться, и далее я подробно буду говорить, что есть что. Вот это все попадает в GPU сцен. На каждый примитив заводится слот Instance Data. На это выделяется 16 миллионов ID. ID — это примитив ID или Instance ID, целое число, в котором шейдеры на GPU обращаются к данным примитива в буфере GPU сцен. То есть это максимальное число, которое Unreal Engine может закодировать в одном кадре. Объясню. То есть сейчас у нас 322 актора. Это 322 уникальных ID. В случае с каким-то большим открытым миром, возможно, перевалить за это ограничение в 16 миллионов, что довольно-таки сложно сделать. Но помимо количества, их количества на сцене, есть еще вес и то, сколько draw call вызывает каждый, так как каждый static mesh компонент с одной секции вызывает один draw call. То есть данный куб на сцене вызывает всего лишь один draw call. Это условно. Далее скажу, почему условно. По факту это не один draw call. Один меш с одним материалом вызывает один draw call. Но один меш с тремя материалами вызывает три draw call'ов. А 100 одинаковых мешей с тремя разными материалами дают 300 draw call'ов. То есть если на сцене будет 300 таких кубиков с тремя разными материалами, это будет 100 кубиков с тремя материалами, это будет 300 draw call'ов. И опять же, это не так, не будет намного больше. Возможно, меньше, если они расположены рядом, одинаковая форма, один материал. Об этом тоже немножечко дальше скажу. Представить сцену, например, машина, где все разделено на раздельные материалы. Стекла, металлик, кожа, десятки разных материалов. И даже маленький кусочек, если маленький кусочек этой машины попадет в кадр, движок должен сделать вызов и просчитать отрисовку всей геометрии со всеми ее текстурами. А если стоит учитывать, что имеется
Depth Prepass, Bus Pass, Shadow Depth, Virtual Shadow Map, если используется, Motion Blur. Это все добавляет по одному draw call. То есть суммарно 5-6 на вызов одного объекта с одним материалом. И тут есть одно эмпирическое правило, что количество базовых вызовов умножается на 4-6. А если еще добавлены светильники, ну, допустим, Direction Light добавляет еще один draw call на один объект. А если Point Light, то 6 дроу-коллов для Shadow Depths паса прохода. И о чем сказал, к чему вернусь, Dynamic Instancing. Если материал, лот, Vertex, Factory совпадают, копии близко, то движок может их сливать вместе, уменьшая дроу-коллы. Но на это не стоит прям сильно надеяться. Это работает только в Forward рендере или на шейдер модели 5. И он не объединяет разные секции. То есть в данном случае, если я размещу так 100 кубов друг с другом рядом, то Dynamic Instancing сработает, но он не будет работать, если между ними большая дистанция, если разный материал применяется, если разная форма и тому подобное. На Dynamic Instancing не стоит надеяться, поэтому если используется большое количество одинаковых объектов, то лучше приходить к инстанцированию. Это будет немножечко дальше. Также имеется кулинг и лот. Движок отбрасывает невидимые примитивы до стадии RHI, но расчет списка все равно идет на CPU. Лоды уменьшают нагрузку на GPU, и она тратит меньше времени на вершинный шейдер. Также кэш себя чувствует лучше, и Vertex буфер становится короче. Но лоды не уменьшают draw call, а с Different Transition, когда есть в материале свойство плавного перехода одного лода в другой, то это на пару кадров может увеличивать дроу-коллы в 2 раза. Так, если они столь плохи, лучше использовать Static Mesh? Static Mesh лучше использовать, если это уникальный объект на уровне. Какая-то достопримечательность, геометрическая иллюстрация в зоне интереса или что-то тому подобное. Интерактивные пропсы с логикой, включаемые лампы, двери, окна открываемые. Если объекты с часто изменяемыми параметрами: цвет, материал, размер, позиция. Маленькая сцена примерно с 500 объектами, разница особо не почувствуется, будь то инстанция или нет. То есть движок переработает и ту сцену. Если вот сейчас здесь 337 акторов, здесь можно было бы и не использовать совершенно инстансы. Ну, хоть они здесь и используются. То есть на маленькой сцене можно не использовать. Если уникальные нанит-объекты единожды встречаются в сцене, тоже могут быть статик-мешами. Временные пропсы вроде заспавненного оружия, патронов, падающих коробок, подбираемых в смысле, тоже могут быть статик-мешами. Так, немножечко назад уточню про заспавненное оружие, патроны. Это то, что мы подняли, и все. Это не патроны, которые там гильзы вылетают с оружия. Для этого инстанцирования, не агары и тому подобное. Объекты, где требуются разные коллизии или рендер custom depths. Но последнее с инстансами тоже возможно. И, разумеется, элементы прототипирования и блокаута. Это очевидно, тут нет смысла инстанцировать. А если инстанцировать, то особо ни на что это не влияет. Просто удобнее работать со статик-мешами в данном случае. В чем основные минусы и когда лучше не использовать? Минусы. Минусы станут понятнее, если разобрать лучше, как работают инстанцированные сетки. Static Mesh вызывает много дроу-коллов, то есть, например, модульное здание на 500 кусочков с одним или двумя материалами вызовет 500 тысяч дроу-коллов, плюс-минус с учетом динамического инстанцирования, плюс Prebus Pass, Shadow Pass и тому подобное. Если включен Motion Blur, источники освещения намного-намного больше. Они дают большой CPU overhead. Один Static Mesh компонент — это 0,6-0,8 килобайт управленческих данных, U-Object плюс Cen Proxy, а десятки или даже сотни тысяч копий забивают память и сборщик мусора. Возможно достижение лимита GPU-сцен. Это навряд ли так, как лимит 16 миллионов, но все же возможно его достичь. Дополнительные расходы на тени, Depth Prepass, Virtual Shadow Map, все дополнительные проходы повторяют тот же Draw Call. Когда точно не нужно использовать статик меши? Если это foliage, трава, лес. Это 1000 копий одного меша, одних и тех же мешей, draw call губит CPU и перегружает GPU. Модульные стены, плитка пола, кирпичи, неинтерактивные окна, заборы, дороги, камни. Почти 70-80% окружения, в общем, это идентичные элементы, которые можно переводить в инстансы. Процедурные элементы или процедурный мусор, осколки пули, отваливающиеся части чего-то.
При небольшого количества в кадре ЦПУ ловит бутылочное горлышко, лучше тут Ниагара или инстансы. Опять же, открытые миры, уже несколько раз сказал, с большим количеством инстансов Static Mesh, где возможно достичь лимит в 16 миллионов примитив ID. Эффекты, которые можно было бы собрать в один материал. Например, дорожные столбы со светом. Разные Static Mesh компоненты с разной эмиссией светом увеличивают вызовы. Желательно унифицировать материалы и инстанцировать его. И, конечно, минимум Static Mesh компонентов в проектах, рассчитанные на виртуальную реальность, автономную или мобильные устройства. Далее про Instance Static Mesh. Что это такое? Instance Static Mesh Component — один компонент, который может хранить тысячи копий одного и того же меша. Каждая копия называется инстанс и состоит из F-transform и до 8 float кастомных данных. Геометрия, вертексы, индекс буфера, материалы у всех копий одинаковые, точнее одни и те же копии. И, возможно, их изменение только внутри материалов путем изменения float данных на каждом инстансе до 8. Самое главное, движок подготавливает одну GPU-команду на всю пачку. То есть, если у нас есть, не знаю, представить, что это стены, дома, машины и тому подобное. Сейчас это все static mesh, но если их перевести в Instance Static Mesh, про hierarchical будет позже, будет дальше. Одна пачка. Что подразумевается? То есть все они хранят информацию, точнее один, грубо говоря, передает информацию всем остальным копиям. Это называется одна пачка. Поэтому GPU-вызов на кадр равен количеству секций материалов, а не количеству копий, как это происходит со Static Mesh'ами. Если бы со Static Mesh'ами это было бы 4 вызова, то сейчас это один вызов на количество секций. В данном случае один. Пути данных CPU в GPU. GameThread добавляет, убирает инстансы в массив per instance data, хранит один UObject плюс компактный массив per instance data. 64 байта на копию. Ранее я говорил, запомни цифру, то есть она меньше. Render Thread копирует данные в F-Static Mesh Instance Data, формирует один F-Mesh batch на секцию load, и все уходит одним куском. Разница с предыдущим вариантом в том, что там каждый отправляет информацию на количество материалов, а здесь один на всю пачку. RHI Thread пакует F-Mesh Draw Command в командный список и подключается низкоуровневый графический IP. Также Direct12, Vulkan, и просто шагает по Instance ID и читает трансформы структур буфер, то есть по каждому. GPU читает Vertex Index Buffer, выполняет один draw call, в котором шейдер обращается к нужному Instance ID и запускает вершины, пиксельные, глубины и шейдеры освещения. Почему это важно? Один из ключевых моментов в последнем пункте с GPU, где происходит только одно обращение ко всем инстансам, а не каждый меш сам его делает. Экономия порядка x10 метадаты и draw call. Для сравнения, Static Mesh компонент — это 672 байта на объект, свой вертекс и индекс буфер у каждой копии с 1000 объектов — это 672 килобайта. Instance Static Mesh — 64 байта с 1000 копий, примерно 600 байтов. На сам компонент получается 64 килобайта, что в 10 раз меньше. То есть Instance Static Mesh на те же 1000 копий экономит порядка 10 раз памяти по метадате и дает всего один draw call вместо 1000. Ключевое важное отличие. ЦПУ — одно из главных узких мест сцены. Инстанцирование снимает сотни тысяч вызовов и освобождает общий гейм и рендер thread. Сотни тысяч Static Mesh компонентов — это сотни мегабайт метадаты. Дорогой Mark и Sweep. Instance Static Mesh сводит это десятка мегабайт и одному U-объекту. Существует лимит платформ, мобилок, квестов, свечей, Steam Deck'ов и бюджет на дроу-коллы пара сотен, а не тысячи, как на ПК. Instance Static Mesh делают такие сцены реальными. Баланс нанит. Нанит помогает с GPU, нанит подбирает плотность так, чтобы один 3 кластера был равен одному пикселю, тем самым разгружая вершины, но дроу-колл он не убирает. Ну и более того, при неправильном использовании увеличивает оверхед с пересечением нанитной геометрии, а Instance Static Mesh и Hierarchical Instance Static Mesh решают вторую проблему с большим количеством дроу-коллов. Когда лучше использовать Instance Static Mesh? Сотни тысяч одинаковых мешей, стоящих в плотным пакетом. Кирпичная кладка, модульные стены, ряды кресел, лестничных ступеней, заборы, горстки камней. Один draw call на секцию активного лот. Вместо n-ного количества вызовов процессор разгружается в 10-100 раз. Все копии делят один материал и лот. С версии Unreal Engine
5.4 лот включен на каждый инстанс. Ранее было один лот на весь компонент. Процедурно спавнящийся мусор, осколки, куски пули. Если это не Agara, add instance быстрее и дешевле, чем плодить тысячи U static mesh component. Метаданные 64 байта на штуку вместо 672 байт. То есть, плохой пример, но вот эти вот искорки могли бы быть, это сейчас не Agara, но могли бы быть спавнящимися элементами. И они спокойно могли бы... отскакивают. Да, и они были бы быть спокойно instance static мешами, где происходит add instance, где всего лишь 64 байта на копию. Кто-то мог бы сделать подобное спавнящимися static мешами, что абсолютно бессмысленно, но вряд ли бы кто-то так сделал. Плохой пример. Эффекты Niagara, где геометрия повторяется, Niagara умеют писать трансформ напрямую в instance буфер, и draw call остается один. Пропсы внутри зданий. Лампы, выключатели, трубы, мебель. Если это не интерактивные, юзабельные, переносимые пропсы, если имеется сильная разрозненность в пространстве, то лучше разделять на несколько instance static мешей или перейти к hierarchical instance static мешам. Нанит меши, которые повторяются десятки и сотни раз. Нанит экономит полигоны, а instance static меши убирает draw call. Но нужен один материал на повторяющихся объектов, иначе будет дубль компонента. И, соответственно, геометрия и сам меш должны быть тоже одинаковыми. Проекты под слабое железо. Мобильные проекты, VR, Nintendo Switch, ввиду ограниченного бюджета данных платформ на количество draw call. Если нужно загружать через Data Layer или стриминг левелы, будет работать десятки быстрее, чем Static Mesh. То есть, если через стриминг мне нужно загрузить целую гигантскую сцену с 1000 объектов, то, конечно же, не спать, не отвлекся. Да, проекты под слабое железо, типа Nintendo, Switch, VR и тому подобное. Там ограниченный бюджет, поэтому нужно, чтобы в него попасть, очень сильно уменьшать draw call. Если нужно загружать сцену через Data Layer или стриминг, то сцена с 1000 пропсов, даже будь они одинаковые, она загрузится намного-намного быстрее. Могу показать пример. У меня зависнет все, если я покажу пример. В целом, я сделал небольшой блюпринт, который заспавнит мне нужное количество предметов любого static меша, хоть сотни тысяч. И я просто не смогу это записать, потому что когда я загружаю и выгружаю, очень сильно нагружается система. Я не могу записать момент, насколько это тяжело. Но в целом загрузка static мешей, не знаю, в сотни, наверное, в десятки, сотни раз тяжелее, чем загрузка инстансов, потому что инстансы загружаются просто за доли секунды. Это очень важно для тех, кто разделяет логику на data layer или стриминг уровни. Загружать уровни с static мешами, повторюсь, 10-й раз, намного тяжелее. Если хотите, чтобы сцена загружалась намного быстрее, там должно быть как можно больше инстансов. В чем основные минусы и когда лучше не использовать instance static mesh? Минусы в том, что они подвержены грубому occlusion кулингу. Если хотя бы один экземпляр попадает в кадр, GPU рендерит всю пачку, а это лишняя растеризация, лишняя затрата на пиксели. То есть вот у меня здесь есть инстансы, будь их десятки тысяч, так туда вдаль уходящих, и если один попадает, это дорога. Представь, что это длинная дорога. Если один кусочек этой дороги попадет мне в кадр, то вся пачка сразу загружается. Да, из-за этого получается, что это плохо в рассеянных сценах, когда пропсы разбросаны на большом расстоянии вне кадра. Один материал плюс общий набор лот. Свойства задаются на уровне компонента, а не на уровне экземпляра. Компонент, в данном случае вот компонент. Экземпляр — это каждый его instance ID. И материал мы можем задавать только для компонента, а не для всей пачки. Но мы можем регулировать материал через custom data. В материале есть специальные ноды для того, чтобы для каждого инстанса можно было регулировать материал. Но это немножечко усложняет работу в принципе. Далее, возможно, покажу. Сделаю в конце раздел с лайфхаками. Я, кажется, пенсионер. Проблемы с запечкой. Нет уникальной лайтмапы. Лайтмапа будет одна для всех копий. Вот это, да, действительно проблема, потому что если мы используем запеченное освещение, и один пропс находится на свету, другие в тени, то при запекании здесь появится определенная лайтмапа, которая будет распространяться на все копии, что будет некрасиво выглядеть. То есть там будут какие-то точки, плюс наложение лайтмапа, возможно, в целом очень будет плохо выглядеть. Но если использовать Light Mask, то такой проблемы не будет. Коллизии и тени общие. Нельзя отключить коллизии только одного экземпляра. Я имею в виду, что каждый экземпляр
имеет свою коллизию, такую, как было у исходного объекта. Данные на экземпляр ограничены. Это то, что я говорил про 8 float и 4 вектор для каждого инстанса. В целом это снижает вариабельность, если нужно большое количество различно выглядящих материалов в одном компоненте. Ну и сложность или невозможность даже создания гейм-логики, потому что с ними, как я сказал, достаточно сложно работать. Гейм-логики в смысле сделать его каким-то уникальным, подбираемым, тому подобное. Когда точно их не нужно использовать. Когда копии разбросаны на километры и видна лишь малая часть, ну, как я привел пример про дорогу. Для этого будет альтернатива Hierarchical Instance Static Mesh. Тогда BVH, Bounding Volume, отсечет невидимые кластеры. И про это скажу дальше, в чем плюс, когда буду говорить про Hierarchical Instance Static Mesh. Если каждой копии нужен свой материал или уникальная коллизия, альтернатива разбивать на разные секции Instance Static Mesh с разными материалами. То есть, допустим, здесь у нас такой будет, а в каком-то другом месте будет вот такой. По сути, это одно и то же, только с разными материалами. Ну и рендерится, если этот попадает в кадр, рендерится эта пачка, если этот, то рендерится эта пачка. Подобным образом можно разделять. Когда нужна высокоточная окклюзия, потому что если только часть пачки попадет, ну, как бы в кадр, а другая будет скрыта стеной, и таких моментов достаточно много, когда у нас там сменяющиеся постоянно ракурсы и попадают вот эти вот кусочки инстансов, они постоянно рендерят всю пачку, что достаточно неэффективно. Поэтому лучше разделять подобное на разные пачки. Ну, то есть создавать много разных Instance Static Mesh по зонам видимости. Ну или переходить на Hierarchical Instance Static Mesh ввиду плюсов, которые я назвал, и далее подробнее про них скажу. Если нужно больше 8 float кастом даты на экземпляр. И, разумеется, если количество приближается к 16 миллионам, то нужно разбивать цену на уровни или использовать на сабуровне или использовать Hierarchical Instance Static Mesh. Далее про Hierarchical Instance Static Mesh. Что это такое? Также плюсы и минусы. Это для наглядности. Если ранее я использовал и Instance Static Mesh, то сейчас это будет Hierarchical Instance Static Mesh. Hierarchical. И что же это такое? Один компонент, который может хранить тысячи копий одного и того же меша, является расширенной версией Instance Static Mesh компонента. Точно так же один меш, один материал, но тысячи экземпляров. Дополнительно строится по сравнению с Instance Static Mesh'ами BVH, Bounding Volume Иерархия. Это дерево кластер 3, которое группирует инстансы в пространственные кластеры, узлы и хранит AA, BB и индексы. То есть мы можем простыми словами, имея тысячи также длинную дорогу с тысячей копий, если мы видим только один, а Hierarchical строит bounding volume и отсекает то, что мы не видим, и эта пачка не рендерится. Ну, то есть элементы этой пачки, и благодаря этой иерархии движок быстро отбрасывает целые кластеры, если они вне кадра. Или не видны, или перекрыты другими объектами. Также выбирает лот по кластеру, что важно, если не используется нанит. Самое главное, движок подготавливает одну GPU-команду на всю пачку. Поэтому CPU вызовов на кадр равно количеству секций материалов, точно так же, как у Instance Static Mesh. Но добавляется точная работа кулинга, чего нет у Instance Static Mesh. Поэтому как бы тут и плюс есть, и минус. В том, что есть отбраковка, но эта отбраковка чего-то стоит. Пути данных CPU, GPU. GameThread добавляет, убирает инстансы в массив per instance SM-data, хранит один UObject, то же самое, как у Instance Static Mesh. Потом появляется кластер Builder, JT и RT. При спавне большого числа инстансов или после массовых изменений вызывается F-кластер Builder Build 3 и строится обновление BVH. Render Thread создает F-примитив scene proxy, ссылается на кластер 3, формирует один F-mesh на каждый видимый кластер-секцию. Примерно как у Instance Static Mesh, только здесь на кластер-секцию. Часть отбракована, часть видима. RHI thread пакует fmesh draw command в командный список, и каждый draw call получает индекс кластера в range экземпляре. Наверное, все же покажу. Вот где мой спавнер. Просто для примера решил сделать 10 в 10 степени в 10 степени на расстоянии 500, для того, чтобы заспавнить очень-очень много кубов и далее перевести их просто 1300. Я все это упаковываю в Hierarchical Instance Static Mesh и удаляю оригиналы. Теперь здесь 1000 с лишним экземпляров в одном компоненте Hierarchical Instance Static Mesh. И что происходит, когда мы смотрим на вот эту, например, секцию,
примерно генерируется кластер того, что мы видим, и посылается один draw call на эту пачку. Вот в данном случае FRI-thread пакует fmesh draw command в командный список. Каждый draw call получает индекс, кластер и range экземпляров. То есть они имеют определенную последовательность у себя в компоненте. От 1 до, там, сколько тысяч, от 0 до 1000 с лишним, сколько их здесь. Далее GPU читает vertex, индекс буфер, выполняет один draw call на кластер, ну и запускает вершины, пиксельные, глубины, шейдеры. Освещение для нужных instance ID в кластере. Уже не для всей пачки, как это было с инстансами. И почему это важно? Потому что CPU экономия. Вместо n-ного количества вызовов static mesh компонентов или грубого кулинга, я говорю про instance static mesh, потому что лучше с ними было бы количество вызовов равное количеству копий, а в случае с инстансами было бы количество компонентов плюс количество экземпляров. Ну, также 1 плюс сколько-то, ну, всего один draw call. Здесь же всего лишь один draw call на видимый кластер, не на всю пачку. И GPU экономия, дальние закрытые кластеры даже не попадают в пайплайн. Видимый получает корректный лот, уменьшая количество обрабатываемых вершин и трафик в RAM. Пометка: при плотных кластерах hierarchical instance static mesh почти такой же дешевый, как instance static mesh, а при разбросанных намного эффективнее, чем instance static mesh. Но все равно на порядок дешевле, чем 1000 static mesh компонентов. То есть подобное расположение, ну, практически ничем не будет отличаться от instance static mesh ввиду их близкого расположения, потому что так или иначе затраты, которые уходят на формирование BVH, Bounding Volume иерархии, не компенсируют то, что происходит с рендером всей пачки при instance static mesh. Но в любом случае и тот вариант намного-намного дешевле, чем использование static mesh компонентов. Просто static mesh компонентов без инстанцирования. Но это немножечко неподходящий пример, вот эта вот картинка, потому что они находятся очень близко, и здесь, если перейти в режим видимости там подобный, то да, это было сообщение из моего плагина. Кстати, у меня плагин есть. Потом скажу. Прорекламирую, что ли? Что я записываю? Просто так, что ли, инфу такую высокую, научно-технологическую. Ох, раздразил себя. Не очень хороший пример, потому что в данном случае Dynamic Instancing сработает, и количество FPS будет примерно одинаковое, что у инстансов static mesh, у hierarchical instance static mesh, что просто у static mesh будет примерно одинаковые показатели и того, и того. Но это не относится же к реальной сцене. Реальные сцены не так делаются, поэтому мы увидели большую разницу на вот примере, который я показал из матрицы, из чужого видео. В случае разрозненности, то есть здесь кусок здоровенный, там кусок здоровенный, там тут дом, там дом, везде дома, везде дороги, везде заборы. А в данном случае будет разрозненность и будет, конечно, профит большой от hierarchical instance static mesh. Но их важно использовать с умом ввиду вот того, что я говорил, где и когда лучше использовать то или то. Потому что если использовать hierarchical instance static mesh там, где лучше были бы instance static mesh, мы теряем, возможно, доли миллисекунд. Но когда мы говорим о всей сцене, гигантской сцене с большим количеством объектов, ну, пусть там 30 тысяч, 100, 200 тысяч, эти цифры становятся уже критичными. А у нас бюджет красивой, хорошей картинки — это всего лишь 8 миллисекунд. Ну, 16 миллисекунд с ориентиром на 60 FPS. Так, когда лучше использовать Hierarchical Instance Static Mesh? Это если большие открытые уровни с широко раскиданными копиями. То есть какая-то городская местность, большие города, парки, леса, тому подобное. Это скалы, руины, обширные каменные нагромождения, контейнеры в доках. BVH, Bounding Volume иерархия, отсечет кластеры вне поля зрения или полностью перекрытые другими объектами. CPU не посылает лишние дроу-колы, а GPU не тратит время на невидимые пиксели. Foliage и трава. Инструмент Foliage сам создает Instance Static Mesh, Hierarchical Instance Static Mesh компоненты. Длинные линейные ряды, фонари вдоль длинной дороги, дорожные знаки, барьеры, кабели на столбах. Instance Static Mesh рендерил бы всю пачку, даже то, что находится как бы далеко на десятки километров. Масштабные архитектурные сцены, много однотипных объектов, колонны, балконы, плитки. Если они размещены по всему комплексу, кластеры дадут правильный лот и кулинг. Там на каком-то архитектурном строении, конечно, было бы лучше использовать hierarchical ввиду того, что мы получим отбрасывание большой части того, что мы не видим. Instance Static Mesh тоже применимы, но я уже сказал ранее, когда именно. И точно так же лучше использовать для VR, мобильных платформ, свечи и слабым железом. Если нужно разгрузить через Data Layer или Streaming Level,
будет работать в десятки быстрее. Вот я монтирую видео и замечаю, в который раз я говорю в десятки быстрее, в 100 быстрее. Мне что сложно раз произнести. В десятки раз быстрее. Что важно учесть для максимальной выгоды Hierarchical и Instant Static мешей? Добавление и удаление происходит редко. Частая перестройка, баудинг, волюм, иерархия. Тысячи операций в тик съедает ЦПУ. Для динамического мусора лучше использовать Instant Static меши или Niagara. Важно учесть также разрозненность объектов, потому что на открытой большой территории с учетом видов, чтобы не было частой перестройки bounding volume, лучше располагать и использовать Instant Static Mesh или Hierarchical Instant Static Mesh вот с учетом bounding volume. То есть мы добавляем дополнительные операции на перестройку Hierarchical Instant Static Mesh, хотя могли бы сэкономить, используя просто инстансы разными пачками. В чем основные минусы и когда их лучше не использовать? Минусы. Дорогие массовые добавления и удаления инстансов. При тысячах операций могут быть фризы. Плавающие индексы. Дерево сортирует инстансы после их перестройки. Порядковые номера меняются, логика, завязанная на индексах, поломается. Это важно учитывать обязательно, если по индексам какая-то логика происходит, вроде назначения материалов или добавления каких-то эффектов на меши и тому подобное. Аналогичные проблемы, как с Instant-Static мешами, связанные с запечкой. Нет уникальной лайтмапы. Лайтмапа будет одна на всех. Создаст визуальные артефакты, но с Lightmass можно включить per instance. То есть на каждый инстанс будет уникальная лайтмапа. Коллизии тени также общие, как у Instant Static мешей. Нельзя отключить только у одного экземпляра. Чуть больше расход памяти, чем у Instant Static мешей. Порядка 20-50% в зависимости от настроек, так как 64 байта умножены на количество инстансов, плюс баудинг, volume, иерархия, перестройка вот этих вот кластеров в зоне видимости, что может стать критично на мобильных и VR-проектах. Мы можем отключать для всей пачки коллизию, динамические и статические тени, делать мобильными или подвижными, включать cool distance и тому подобное, но мы можем это делать только для всей пачки. Ой, вам бы пришлось вот тут вот крутить, вот сюда куда-то прописывать, а у меня вот так вот можно просто в плагине кнопочку нажать и применить настройки ко всему. То есть отключим мы тени, включим коллизию и проделаем подобные какие-то полезные для оптимизации манипуляции. Когда точно не надо использовать Hierarchical Instant Static Mesh. С мелкими кластерами будет больше draw call. Видимый кластер — свой вызов. При сотнях тысячах кластеров счетчик может превысить то, что было бы с Instant Static Mesh. Нет на чем показать, например, кусочки какой-нибудь там. Тут кусочек травки, там кусочек травки, включите воображение. Тут Hierarchical Instant Static Mesh были бы плохим решением, потому что частая перестройка bounding volume. Также, когда еще не нужно использовать? Когда почти все объекты собраны плотным ковром и могут быть полностью в кадре. Bounding volume ничего не отсекает, это лишняя память и дроу-колы. Instant Static Mesh в данном случае были бы лучше, если у нас вот такая пачка попадает в кадр. Если разрозненность гораздо больше, разрозненность, понятно, да, что это, то есть вот это вот, например, кусок находится где-нибудь там, то, конечно же, Hierarchical намного дешевле стал бы. Когда у копий должны быть свои материалы и текстуры, лучше тогда оставлять просто Static Mesh, либо использовать атласы, маски, которые регулируются через Per Instance Custom. Покажу лучше сразу, потому что есть какой-то, неважно какой материал, и у материала есть ноды. Per Instance, неважно, Per Instance Data. Можно их добавить много, на каждый индекс будет первый, это будет второй, и подобным образом это примерно будет выглядеть. Per Instance Custom Data. Мы можем регулировать параметры каждой копии. Но это не очень удобно, хотя можно немножечко автоматизировать этот процесс. Это также позволит сменять, например, UV-развертку, сменять какой-то атлас, сменять индекс для UV-развертки на атласе, но это усложняет работу. Когда еще не стоит использовать? Мелкие детали разбросаны по пачкам, по паре экземпляров. Например, в каждой комнате на столе по 2 кружки. Тогда кластеры размером 1 draw call почти то же самое, что static notch компонент, и bounding volume не дает особо толку. Поэтому в данном случае, если, например, многоквартирный дом, в каждом есть кружки, лучше использовать просто instance static mesh мы сделали и разбросали эти пачки по уровню. Но не ставить в каждой квартире по 2 кружки и потом все это упаковывать. Да, это упакуется всего лишь в один hierarchical instastatic mesh компонент, но мы получим дополнительную нагрузку за счет отсечения. А отсечение нескольких кружек, оно нецелесообразно, поэтому было бы лучше использовать просто static mesh или instastatic mesh, повторяюсь, по 10 раз.
Зачем? Не знаю. Теперь быстрый чек-лист. Что когда лучше? Лес, трава, камни по всей карте. Что лучше? Hierarchical Instance Static Mesh. 1000 одинаковых ящиков в одном складе. Instance Static Mesh. Нужно спавнить 20 тысяч пуль в секунду. Ниагара или Instance Static Mesh Pool с Add Instance. Один герой, какая-то лендмарка, редкий пропс. Подпишитесь. Static Mesh, слот или нанит. Слот с лод группой. Если интерактивный уникальный пропс, понятно, Static Mesh. Для размышления пару вопросов в комментарии, пожалуйста, важно, потому что это видео несет какую-то информационную нагрузку, а такие видео обычно не очень популярны, а мне не хотелось бы делать простые видео, а хотелось бы делать подобные видео, а для этого нужен ваши руки на клавиатуре, просто рандомно бьющие какие-то буквы и отправляешь мне в комментарии. Вот что нужно, чтобы я продолжал что-то делать. Для размышления ответьте на эти вопросы. Что лучше для модульного 50-этажного дома? Что лучше для интерактивных дверей во всем доме? Что лучше для офисного пространства со столами, бумажками на них, настольными лампами на каждом столе в каком-то офисе? Что лучше для уникальной лестницы, где каждая ступенька отдельно? И таких лестниц в доме сотни. Далее блок будет, который составлен на основании вопросов-ответов. Эти вопросы я нашел на форумах. В принципе, вот этой информации как бы нету суммарно где-то собранной воедино. Это пришлось собирать по кусочкам. Данные вопросы нашел на форумах, плюс какие-то от знакомых поступили. И, соответственно, у вас тоже могут возникнуть подобные вопросы, и я надеюсь ответить. Если я на что-то не отвечу, то опять же побейте по клавиатуре для того, чтобы написать какой-то комментарий. Первый вопрос. Почему нельзя просто использовать всегда Hierarchical Instance Static Mesh вместо Instance Static Mesh? Или Static Mesh, если они так хороши? Очень много здесь instance слов. Почему, в общем, нельзя использовать HISM вместо ISM и вместо SM? Потому что overhead, иерархии, bounding volume, иерархия. HISM строит иерархическую структуру bounding volume, иерархии, для фрустрации, окклюзий и лодов. Это требует дополнительной памяти и ЦПУ, особенно при добавлении и удалении инстансов во время игры, во время запуска плеймода. Если все инстансы близко друг к другу и все видно на экране, эта иерархия абсолютно бесполезна или даже вредна. Медленнее при частом обновлении. Если удалять инстансы в рантайме, Hierarchical Instance Static Mesh работает медленнее, потому что перестраивает BVH. Instance Static Mesh ISM будет работать быстрее при динамическом спавне большого количества объектов. Также лод не всегда нужен. HISM нужен, когда есть лоды и распространенные инстансы. Но если используется простой mesh, без лод и без окклюзии, смысла в HISM нет. Потом вопрос. А если просто переместить Static Mesh на сцену и дублировать его, будет ли это инстансом? Нет. Хоть на панели Details написано Instance, в данном случае это означает, что это просто копия одного компонента. Но в любом случае каждый Static Mesh — это Static Mesh компонент, который дает один draw call. Если он будет продублирован очень много раз, сотню, он даст как бы сотню дополнительных draw call'ов. Но если его конвертировать в HISM или ISM, то это станет, просто инстансом, просто инстанцированным объектом. Но также стоит отметить, что если это одинаковые пропсы, находящиеся близко друг к другу, и они static mesh, то да, может сработать dynamic instancing, который объединит их геометрию, проведет по одному пути ЦПУ в GPU, но на это, как я говорил, не стоит надеяться ввиду того, что это не всегда работает. Следующий вопрос. Почему просто нельзя сделать один большой меш дома, например, как делают пещеры с окружением и environment на 200-300 тысяч треугольников, или вообще просто включить нанит на таком объекте? Это плохо по ряду причин. Кулинг и отражение. Движок смотрит только на габаритный AABB, то, что я говорил про кластер 3. Если камера видит крошечный угол дома, в кадр все равно попадает весь меш. Не в сам кадр, а в путь рендеринга. А Lumen Reflection и Distance Field Ambient Occlusion также считают его целиком, даже если он не попал весь в кадр. Стриминг AH-Load. Word Partition загружают актеры, а не треугольники. Один актер — гигант,
будет подгружаться и выгружаться целиком. А это дает микрофризы вместо плавного стриминга. То есть если у вас большая карта Word Partition и используются такие объекты, то да, его намного тяжелее загрузить, нежели это были бы разделенные на маленькие объекты. Освещение. Lightmap для такого меша требует огромного UV-атласа 4.8К или даже больше и дает мыльные тени. Lumen создает крупный Surface Cache, съедая память, а Hit Lighting намного тяжелее. А если требуется пояснение, то в случае, допустим, вот этот вот объект был бы очень-очень большим, с сложной геометрией, с входом, с окнами и тому подобное, то в случае запекания освещения нам бы потребовалась карта освещения на весь вот этот вот дом. Но это было бы просто очень-очень-очень тяжелой картой. Материалы и draw calls. Дом — это десятки разных материалов. Каждый слот — это все равно отдельный draw call, даже при нанит. Поэтому счетчик вызовов растет, как у обычной сцены. Нанит помогает только с полигонами, он снижает нагрузку на GPU, но все проблемы AABB материалов, навигации и стриминга остаются, поэтому один большой меш — это плохой способ. Возможно ли анимация у инстансов? Да, но только трансформом или материалом с VPO или вертексами. Скелет, морфы и разрушение требуют Skeletal Mesh или Geometry Collection. Следующий вопрос. В режиме Stat GPU овердроу очень высокий, хотя draw call низкие. Что не так? Режим Stat GPU, если кластер попадает в кадр краем, и Hierarchical Instance Static Mesh может рисовать целиком большой ABB и ABB. Итог — большие прозрачные прямоугольники поверх сцены. VR FPS падает в 2 раза, хотя сцена на мониторе держит 90. Instant Static Mesh же экономит draw calls. А для стереопас тот же draw call дублируется на каждый глаз. CPU экономия остается, но GPU Overdraw удваивается. Нужно точнее настраивать лоды и кластеры с расположением и разрозненностью объектов. И также использовать меньше статик мешей. Следующий вопрос. Хотел обновлять материал параметр через set scalar parameter value on materials и удивился. Изменилась только первая копия. Почему? Это то, что я показывал. Функция работает на уровне компонента, а материал 1. То, что кажется первой копией, на самом деле instance 0. Material instance dynamic. Параметр меняется на весь компонент, и кажется, что изменилась первая копия, потому что у всех одинаковый цвет. Это мой пример здесь. Для того, чтобы было на каждом, нужно использовать per instance. Включил Distance Field Ambient Occlusion, и память у карты DeFi выросла вдвое. Инстансы же делят геометрию, должно быть дешевле. Да, Distance Field Ambient Occlusion, каждый уникальный трансформ увеличивает глобальный воксельный атлас. Для Distance Field Ambient Occlusion каждый уникальный трансформ увеличивает глобальный воксельный атлас. Память растет из-за объема атласа. При тысячах инстансов это гигабайты. Если нужно меньше памяти, следует уменьшить Ambient Occlusion Global Distance Field Atlas Resolution через консольную команду или же отключить DeFi AO для плотной листвы, например. В отражениях объекты с Hierarchical и со Static Mesh становятся частично черными или в целом неправильно отражаются при использовании Lumen. Да, в Lumen Reflection движок решает, какие части сцены нужно трассировать по AABB узлам. Для Hierarchical Instant Static Mesh каждый кластер узел BVH имеет свой AABB. Если кластер признан невидимым для текущего кадра, он не записывается в Surface Cache Volume. Луч отражения, пройдя через это место, видит пустоту, поэтому часть инстанса выводится темной. Для того, чтобы этого не было, чтобы исправить, это действительно проблема есть, да, Instant Static Mesh делит экземпляр на кластеры, и у него один AABB на весь компонент. Поэтому таких, дырок, темных мест не появляется. Также решение включить нанит на меше или увеличить размер кластеров. После включения нанит геометрия автоматом дробится на множество мелких нанит кластеров, 128, 512 трис каждый, примерно. Каждый такой кластер регистрируется в Surface Cache отдельно. Лучи отражения всегда находят нужные треугольники, и черные вот эти вот штучки не появляются. И также пару моментов. Еще дополнительно сейчас скажу про работу с Instant Static Mesh'ами, а то я все говорю про разницу, но не сказал толком про их работу. У вас была постоянно статичная какая-то неинтересная картинка.
Забыл сказать, решил доснять для полноты представления картины, как еще можно работать с инстансами. Другая карта и, к примеру, вот есть дом. Очень хорошо, что в этом примере весь дом составлен из отдельных кусочков из static мешей. Не очень производительная сцена, как бы можно было ее оптимизировать, ну и в целом, как было бы правильно сделать. Это незаконченный ассет. Есть некий дом, выделяем все части. Да, дом, состоящий из миллионов кусочков, а оказалось не сильно легко его выделить. Ладно, представим, что я полностью выделил, и тут должны остаться только static меши, потому что инстанцировать в данном случае совместно можно будет только static меши. И далее актор, и два варианта есть. Create level instance или create packet level. Если я сделаю create packet level, можно выбрать, где будет pivot располагаться, в данном случае в центре всех этих мешей. Окей, и нужно выбрать место, где он будет сохранен. Более правильно назвать какой-то level. Теперь появился BPP актор. BPP — это второй файл, который создается. Его подписывать не нужно, потому что приписка BPP сама появляется. Он сразу создал инстансы с количеством уникальных компонентов в нем. Стены объединил, очень много всего. И подобным образом более правильно делать. Теперь этот файл можно размещать на уровне, и он не будет требовать больше ресурсов, чем его исходный вариант, потому что это все инстанцированные объекты одного и того же мэша, ну, группы мэшей, пачки мэшей. Другой похожий вариант, как это можно сделать, просто выделив мэши, правый клик, level, create packet level. Еще один вариант — создавать инстанс static mesh и hierarchical instance static mesh. Это создав обычный blueprint актор, в который можно добавить и hierarchical instance static mesh, и instance static mesh. В качестве и instance static mesh указать то, что вам требуется, или hierarchical instance static mesh указать, что требуется. Такой вариант тоже приемлем, но кажется не очень удобен, разве что для какого-то функционала с логикой, которая происходит по spawn. Класс должен быть разве что hierarchical instance static mesh или instance static mesh. Как-то так. Так что есть три пути для того, чтобы создавать instance static mesh. Или даже больше, так как можно еще это делать через C++. И, вероятно, еще какие-то способы есть для того, чтобы это можно было бы делать. И в целом, как создаются инстансы? У меня есть плагин. Сейчас не реклама, хотя может быть и реклама. Тут как посмотреть. У меня есть плагин, который создает Instance Static Mesh, работает с версии 5.3, но сначала скажу про то, что появилось в 5.6. В режиме моделинга появился инструмент Harvey's Instance, который позволяет создавать hierarchical instance static mesh или non-hierarchical instance static mesh. Для этого просто нужно выделить требуемые меши и нажать Accept. Они превратятся. Будет название у актора такое. При этом можно удалить исходные варианты. Также, если здесь будет, например, еще сфера, то нужно поставить галочку Single Actor, тогда в этом Hierarchical Instance Static Mesh в одном компоненте будут вот эти вот кубы, плюс еще один, только сфера. В итоге в одном компоненте будет два разных экземпляра. Но есть минус в том, что здесь больше делать-то ничего особо и нельзя. И для этого нужно использовать плагины. Их, в принципе, есть, наверное, несколько. У меня есть свой, который скоро будет в маркете. Не знаю, платный или бесплатный, или вообще не будет в маркете, буду просто так распространять. А в целом он мне нужен для работы с инстансами, тогда, когда вот этого инструментария еще не было. Я могу создать из static mesh инстансы, задать им имя, сразу уместить в какую-то папку, которая в boxes, где они будут. Также могу произвести какую-то оптимизацию сразу над всеми компонентами, установить мобильность, динамик, статик, динамик, shadow, статик, включить коллизию, отключить влияние на NavMesh и тому подобное. И также могу, если я передумал, конвертировать их обратно в static mesh, что является очень удобным. А еще, если мы не задаем имя, то он берет имя, соответствующее последнему выделенному объекту, и создает из него инстанс. Ну и, соответственно, прописывает, что это Instance Static Mesh или Hierarchical Instance Static Mesh. Мой инструментарий удобней, но вы все равно ничего не купите, а я, возможно, ничего не продам. Поэтому в любом случае просто напишите комментарий, насколько полезно, стоит ли продолжать. И это душно, много. Ой, сколько каши наварил в конце. Короче, напишите что-нибудь, важно, правда. Лайкните, там куда-нибудь скиньте. Вообще, в идеале, куда-нибудь скинуть.
Вы уже, наверное, 90% скипнула на этом моменте. Еще раз, всем подписка, я привет.